Друзья, всем привет! Давненько не было у меня на ютубе длинных видео. Было очень много дел, особенно в майские праздники, очень много работы, поэтому мне не удавалось даже смонтировать то, что я наснимала. Но изо всех сил я насобирала свободное время, чтобы сделать для вас видео. И вот, наконец-то, уже оно готово. Тут надо сказать, что это видео мне далось не совсем легко. Дело в том, что я очень сильно устаю по вечерам. Обычно я монтирую всегда видео, но в этот раз началась весенняя страда, скажем так, когда нужно все высаживать, все копать, от чего я по вечерам просто валюсь с ног, и у меня не хватает сил уже что-то монтировать, хотя видеоконтентом мой телефон уже забит под самую завязку, приходится даже его чистить. Вы знаете, я всегда записывала свои видео с огромным вдохновением, отдохнувшие, счастливые, радостные, видимо, поэтому они вам всегда нравились. А в этот раз я записывала видео очень уставшее, в разбитом просто состоянии, и мне совсем не хотелось этим делиться. И я задумалась о равновесии вообще, насколько я должна отдохнуть и вдохновиться, чтобы записать видео не механически, не с отчетностью с какой-то перед вами выступить, да, а вот по вдохновению, как это у меня всегда и было. И я подумала, наверное, нужно взять паузу. И я выдержала эту паузу, чтобы понять, как восстановить вот это равновесие. Очень долго я не снимала видео, потому что было много работы. Я очень уставала, мне было не до видео, если честно. Но я успевала делиться фотографиями красивыми. Очень много фотографий у меня в телеграм-канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь туда. Я стараюсь размещать фотографии также и на ютубе во вкладке сообщества. Там есть такая возможность, но, к сожалению, там в один пост можно добавить только 5 фотографий. Ограничение стоит. Вот. И к тому же без VPN не все видят эти фотографии. То есть у YouTube как-то так устроено, настроено все, что невозможно посмотреть. Иногда некоторые не видят. Я тоже порой не вижу то, что загрузила. Поэтому для этого у меня есть телеграм-канал. Вот. И если кто меня теряет, не теряйте, я есть в этом. Вот, Буся бегает. Я есть в телеграм-канале, тоже в том числе. Там точно я всегда. Я очень люблю фотографировать и размещаю там красивые фото. Вот. Было очень много работы на эти майские праздники. Вот, смотрите, какую дровницу уже сделали для бани. Ну, знаете, очень много всего сделано. Настолько много, что, наверное, в это видео не поместится. Я сегодня хочу рассказать о растениях, которые я успела высадить за это время. Конечно, это еще не все. Я буду продолжать сажать их. Вот. И буду продолжать сажать. Наверное, в течение лета тоже буду что-то сажать. Еще не все овощи посажены. Вот. Ну, в общем, много еще предстоит посадить. Но то, что посадила уже, я хочу показать. Значит, оказывается, у нас в Нижегородской области есть высокорослые деревья, шелковицы. Есть у нас люди, которые выращивают их. Вот со мной поделились контактами, и мне удалось достать шелковицы высокорослые в том числе. Вот это вот желтое. Посадили мы с мамой маленький кустик. Также я купила черную шелковицу. Вот, ее сюда посадили. В общем, у меня теперь будет и высокорослые деревья. Я их посадила в конец участка. Вот здесь вот недалеко грецкий орех. Ну как недалеко, метров 7 между деревьями. Здесь есть точно. Вот, еще кустик голубики мне удалось посадить. Сестра мне подарила. Посадила я ее на кислую почву, там, где всегда есть хвоя. Вот под елками. Здесь будет у меня расти голубичка тоже в том числе. Она себя прекрасно чувствует. Вот она себя прекрасно чувствует, голубика.
уже зеленые листочки у нее. И здесь ей очень хорошо. Здесь очень много, видите, шишек, хвои. Ну, очень кислая почва здесь. Ей здесь понравится. Также на моем участке растет очень много вишни. Дикой, наверное, не знаю, войлочная это вишня или какая. Вот здесь вот видно ее цвет по всему участку вдоль границ. Даже несмотря на заморозки и снега, очень много цветет вишня. Вот некоторые вот ветки переросли, и их надо будет спиливать. Ну, чуть попозже я буду их пилить, когда руки дойдут до них. Вот. Есть у меня яблони, которые очень рано распустились, и, конечно же, они попали в заморозки, в снега, и цвет погиб. Но есть яблони, которые распустились чуть позже, чем заморозки. И вот у них, наверное, будут яблочки и груши в том числе такие. Вот меня очень радует яблонька в центре сада. У нее такой красивый розоватый цвет. Так вот, сейчас поближе попробую подойти, показать. В общем, такой вот красивый у нее розоватый цвет. Ее цветы очень вкусно пахнут. И здесь очень сладкие яблоки. Такие, знаете, белесые в красную полосочку. Такие кисло-сладкие, очень ароматные. В прошлый год мне удалось попробовать несколько яблочек. Вот. Я ее подпилила немного. Вот были у нее там вот ветки сухие вот с той стороны. Ну а здесь вот она зацвела. Вопреки всем морозам распустилась она поздновато и очень удачно, скажем так. Буся счастлива. Я просто, смотрите, она скачет везде. Она очень любит со мной гулять, когда я по саду хожу. Она вот за мной ходит везде. Опа! Ее птичка напугала немножко. В общем, она бегает со мной, как этот шустрик. Везде. И Вася иногда со мной ходит. Но сегодня он на охоту ушел. Вася очень много мышей носит мне. Вот здесь я начала обкапывать кустарники черной смородины, обвязывать. Вот. Также у меня есть красная смородина и очень много кустов крыжовника. Некоторые мне удалось уже успеть облагородить, а над некоторым предстоит работа. А еще прошлой осенью, значит, мама мне привезла крыжовник без колючек. Что это за диковинное растение такое? Ни разу не ела крыжовник без колючек. Но вот он, видите, тоже зазеленел у меня. Вот. Вот это вот красная смородина. Я ее обкопала немножко. Тоже она отцвела, но не знаю, как у нее с цветками. Погибли они или нет, я еще пока не понимаю. Вот. И очень много у меня крыжовника, который еще не облагорожен. Предстоит мне срезать с него ветки, подкапывать в одним крапиву. Очень много работы секатором вот здесь. Вот у меня пока руки до него не дошли. Вот. И еще в конце участка есть крыжовник. Вот еще у меня зацвела груша молодая, похоже, я так понимаю. Где-то в каких-то частях сада все-таки деревья цветут. Какие-то погибли, какие-то цветут. В общем, работы, друзья мои, у меня здесь очень много. И не всегда удается снимать что-то. Иногда я забываю что-то снять, что-то рассказать. Вот, повторяюсь. Ну, в общем, как получается, так получается. Вот здесь мы с мамой все-таки успели высадить клубнику. Ну, после заморозков уже. И уже она дает плоды у нас. Смотрите, даже уже начал созревать первый урожай клубники. Вот красненькая появилась клубничка. Очень много вот уже ягодок, которые начинают созревать. И некоторые цветут, но это сорта, которые я выращивала на подоконнике. Сорта Азия и Альба. Здесь 20 кустиков. Но вот эта вот клубника, которая здесь осталась с предыдущих хозяев, мы с мамой ее тоже немножко облагородили и посадили сюда на высокую грядку. Но не всю. Вот видите, еще предстоит мне немножко ее обкопать, обработать. Вот этот участок клубники, чтобы она росла нормально и давала ягоды. Вот. К сожалению, цветы желтой черешни погибли под морозами. Были такие нежные цветочки. Вот некоторые тут еще остались. Ну, такие маленькие, которые не успели распуститься. Но, к сожалению, она расцвела рано, до заморозков. И
Не получится, наверное, в этом году у меня попробовать желтая черешня. Но зато еще не успела расцвести черная черешня. Я даже не понимаю, будет она цвести или нет. Она какая-то странная, вот такие у нее листья. Я даже не вижу намека на бутоны цветов, если честно. Почему-то да, даже не вижу. Ну, может быть, они позже появятся, я не знаю. Мне кажется, она просто поздно цветет. В общем, вот, чеснок я удобрила золой, чтобы он у меня крупный рос. У него, вон, видите, даже некоторые перышки пожелтели после заморозков. Вот, сделали мы вторую грядку с племянником, с мамой, перетаскали шифер. Конечно, не так аккуратно получилось, как вот с предыдущей грядкой, но тем не менее лучше, чем совсем ничего. Вот так вот она у меня выглядит. Кстати, более жирный компост в ней получился у меня. Почему? Потому что я туда добавила гнилой картошки еще, помимо вот этой удобрения бакаши, которое я добавляю, да, помимо дерна и веток, тут еще есть гнилая картошка, которая у меня пролежала весь год с осени, которую я не ела. Там 4 мешка я накопала и совсем чуть-чуть съела. Вот, не очень я люблю теперь картошку. Здесь я дорожку постелила, резиновую такую, по ней коты выхаживают, ну я в том числе. Здесь, помните, был слив воды от кухонной мойки стиралки. Теперь вот здесь все я обкопала, закопала вот этот слив и постелила дорожку, чтобы, ну, когда грязно и сыро, ходить по ней и не пачкаться. Она такая толстая, с прорезиненным. В общем, она резиновая, видите, очень толстая. Такое покрытие есть на детских площадках. Оно пропускает воду, влагу и не скользит. И долговечное, короче. Дорогое, но долговечное. Вот. Что еще хочу сказать? Что у меня еще растет на участке? Меня очень порадовало то, что когда я купила дом, я не знала, что здесь растет. И вот сейчас потихоньку знакомлюсь с некоторыми растениями. Вот у меня уже начала давать листочки облепиха. У меня на участке есть также облепиха. Вот, смотрите. В прошлом году я уже успела попробовать ягодки с нее. Правда, немного, но уже она дает плоды. Какие-никакие плоды у нее есть. Надо ее немножко подрезать. Вот также мы с мамой посадили жимолость. Вот здесь дерево спилили, кстати, сухое. Была сухая груша, стояла. Вот мы посадили жимолость. Еще какие-то кустики. Я даже, знаете, мама что-то привозит, я уже не запоминаю, что здесь. Но это, по-моему, жимолость, да. Она вот немножечко... Кто-то ее уже потоптал. Иногда кошки бегают, топчут. Вот. Здесь, кстати, вербена, по-моему, уже прорастать начинает. Будет желтый такой красивый цветочек. Вот. И еще что-то мама сюда посадила. Я так и не запомнила, что она тут сажает. Вот. Здесь еще надо будет всю почву облагораживать. Посадила я розы еще. Вот это, кстати, светоидные фонарики на солнечных батареях. Вот. И я пока обозначила ими посаженные розы, чтобы не терять их. Не знаю, что у меня с розами. Вот у одной, которой были листики, она что-то, по-моему, морозов не... Ну, посадила я ее после заморозков, но она, видите, все равно ей холодно, по-моему. Она немножко повяла. Надеюсь, еще оклемается. Вот тоже кустик розы. Ну, не знаю, возможно, я очень рано посадила эту розу. Возможно, не рано, возможно, еще оклемается. Но время покажет. Родительская вишня у меня начала давать тоже листочки. Тоже будет расти. Еще я планирую посадить жасмин, но он у меня пока в горшочке дома стоит. И ждет, когда потеплее станет. Тут у меня ведутся работы по электричеству пока. Вот смотрите, какая у меня уже вымахала белка. Белка вымахала, вон там Мася сидит.
За окном смотрят, ждут. Месяц ему еще осталось до стерилизации. Очень высокий помидор у меня вымахала. Здесь вот за окном, не знаю, видно или нет. Перец уже, в общем, на днях с мамой будем сажать. И помидору. Помидору, кстати, можно черенковать, мне сказали, чтобы она поменьше была. Ну, посмотрим. А еще у меня зацвел третий тюльпан. Он такого вот алого цвета. Очень красивый. Так вот он выглядит. У него какие-то кончики такие белесые. Вот. А вот эти вот алого цвета. Выстояли морозы, выстояли снега. Один вот, правда, завалился. Я его подперла веточкой, но продолжает цвести, расти. Я думала, они быстро осыпятся, но нет. Мне кажется, благодаря заморозкам они сохраняют еще свой цвет. Вопреки всему. Ну, вот здесь еще наклюнулись бутоны тюльпанов. Вот, вот, там еще. А еще у меня на участке цветет старая вишня. Я ее не стала спиливать. И она тоже, вопреки морозам, сохранила свой цвет. Я очень удивилась. На ней были снежинки даже. Вот прям снег был вот на этой ветке. Но она, видите, стойкая держится. Вот она достаточно такая высокая. Вот отсюда не видно. Но, тем не менее, держится. А вон Васек сидит. Вася залез на крышу сарая и сидит там. Ой, я не могу. Вась, как ты там себя чувствуешь? Васюша, а что ты тут сидишь? От котов стережешь территорию, от чужаков, да? Васюш. Вася. Вася, мой котик, стережет от чужаков котов нашу территорию. Да, Вася? Высоко сижу, далеко гляжу, скажи. Кто-то там с рыбалки едет, скажи. Я все смотрю, на все смотрю. За всем слежу. И даже за Бусей, да, Вася? Приглядываю, скажи. Да. А Буся, счастливая дама, наконец-то гуляет. Здесь еще вишню надо немного пообрезать. Кое-что поспиливать. Очень хорошо у меня зацвела еще груша. Тоже она выдержала холода, вопреки всему. Морозостойкая, как оказалось. Вот здесь прям вся ветка цветет у нее. Сейчас поближе приближу. Вот у нее цвет такой вот. А еще у меня на участке просто заливаются соловьи. Вы только послушайте. А вот здесь я копаю грядку под горох. Я буду высаживать горох. Также я посадила дыню и арбуз, которые у меня проросли на подоконнике. Не знаю, насколько они выживут или не выживут, посмотрим. И также в конце участка я уже посадила кукурузу, но только один сорт. Буду еще замачивать, сажать еще один. В общем, потихоньку сажаю, как только время появляется у меня, либо вечером, либо по выходным.
А еще по пути в магазин мне попадается вот эта дамочка. Привет! Привет, красотка! О, какая ты красавица! Привет, давай познакомимся. Как тебя зовут? Как? Что ты, меня боишься немножко, да? Дочка, дочка, дочка. Дочка. О, дочка. Ой, ты, божечки мои. Какие мы красавицы. Васечка. А еще по вечерам я очень часто стала готовить на мангале. Но для того, чтобы приготовить на мангале, конечно же, нужно потрудиться и напилить веточек, которые помещаются в него. Вот здесь я как раз этим и занимаюсь. И приглашаю также вас посидеть со мной возле костра. Приглашаю вас посидеть со мной возле костра, полюбоваться на закат и поболтать обо всем подряд, обо всем и разном. Сегодня такой приятный майский вечер. Я сегодня весь день работала в саду, сажала горох, сажала кукурузу. На майские праздники мы с мамой посадили помидоры, перцы, лук, картошку, кое-какие цветы, немножко еще деревьев, разных кустарников. В общем, все, очень много всего происходит, очень много событий происходит, и у меня просто не хватает времени все это записывать на видео, вам показывать. И поэтому я сейчас вот просто, пока вот у меня есть время, пожечь костерок. У меня сегодня на ужин будет индейка на гриле, филе индейки я решила сделать. Так вот, сегодня я работала в саду, сажала горох, кукурузу, спиливала ветки с деревьев, сколько успела, немножко там с парой деревьев по низам. Обработала пару кустов крыжовника, покосила немного травы, ну, всего помаленьку, как говорится. Что успела, то сделала. И, конечно же, достаточно прилично устала. Я, кстати, сейчас очень много устаю, потому что очень много работаю. Каждый выходной у меня в делах. Постоянно что-то нужно делать, постоянно хочется даже, я бы сказала, что-то делать, потому что когда я сижу, работаю с 9 до 6 в будни, да, и я вижу, что сколько у меня не сделано, у меня просто чешутся руки, скорее, скорее, и вот выходные наступают, и, можно сказать, я дорываюсь до работы, наконец-то, да, и порой даже перерабатываю настолько, что очень сильно устаю, и у меня просто не хватает сил на съемку видео, на запись, на монтаж, на все эти дела. Зимой и ранней весной с этим было как-то проще, было побольше времени свободного, но сейчас оно все занято садом в основном. Вчера у нас был дождик, был такой сильный дождь, почти весь день шел. И после дождя, вы не представляете, настолько ароматный был воздух. Я просто дышала всей грудью.
просто надышаться не могла. Было очень-очень вкусно, пахло. Все сейчас у нас цветет, пахнет, растет травище, изо всех сил растет. В общем, май самый такой изобильный месяц. Я очень люблю, когда все цветет. Обожаю этот месяц май. У нас во дворе здесь ходят коты, мяучат, соседские приходят, заглядываются на Бусю, но Буся уже все. Васька воюет с этими соседскими котами, отгоняет их. Вот. Ну, котят я пока не выпускаю, жду, когда будет у них стерилизация. Вот, тогда мы с ними, тогда они будут у меня свободно выгуливаться. Вот. Ну, о чем вам еще рассказать? У меня, знаете, столько мыслей, пока я работала по саду, думала, вот сегодня запишу видео, столько всего расскажу. А села записывать и практически все забыла, что хотела рассказать, но сейчас буду потихоньку вспоминать. Знаете, когда я начала записывать первые видео свои, хотелось поделиться своей радостью, поделиться тем, как я справляюсь с переездом. В общем, все хотелось рассказать, показать. И незаметно все это переросло в широкий круг обозрения, скажем так. У меня появилось очень много подписчиков, блог мой вырос. И получается, что я вела диалог даже не только с близкими друзьями, а со многими людьми. Делилась со многими, да, с людьми, которые тоже так же хотят, как я, переехать в дом, в деревню. В общем, я не заметила, как мой блог вырос, и прошло уже больше полугода, как я записываю видео, рассказываю вам о своей жизни, о том, как я здесь обустраиваюсь, как я здесь осваиваюсь, что я делаю. Знаете, я такой человек, который все время идет за вдохновением. И в какой-то момент у меня вдохновение записывать видео пропало. Я это почувствовала как раз в майские праздники, да. Когда наступила очередная неделя, когда нужно было записать видео, показать. Вот слышите, я уже как говорю, нужно было. А я не люблю, когда нужно, когда должно. Мне нравится, когда спонтанно, когда по вдохновению, когда хочется, когда радует меня что-то, да. Вот оно, вдохновение, оно такая капризная штука, оно в какой-то момент пропало у меня. Там соседский кот, сейчас я вам покажу, задирает Васю. Вот он там за костром. И они все время воюют с Васькой. Вася там сидит. Покажу, вот. И вот они делят территорию постоянно. Вот видите, мне даже вот сейчас я записываю видео, и я вижу, что происходит вокруг, и я как бы хочу проживать то, что вижу вокруг, наслаждаться этим. Даже сейчас мне очень почему-то трудно записывать видео, о чем-то говорить, что-то рассказывать. Мне просто хочется посидеть, помолчать, понаблюдать, как коты воюют с друг другом, посмотреть на костер, знаете. Какое-то такое медитативное состояние, оно для меня очень ценно. Знаете, хочется, чтобы мои видео созревали, вот именно это слово, созревали, не так, что я по каким-то обязательствам их снимаю, да, что мне нужно снять, нужно обязательно рассказать людям, что у меня там происходит. Нет, я не хочу вот этого слова «нужно» и «должно». Мне хочется, когда хочется. Вот так вот просто. Хочется, чтобы хотелось рассказать. Вот какое-то время мне хотелось рассказывать на своих видео, что я сажаю, как я обустраиваю дом. Сейчас просто вот хочется посидеть возле костра и поболтать. Так. Просто как будто мы с вами сидим и разговариваем. В общем, хочется вот так вот просто сидеть и смотреть на костер. И ни о чем даже не знаю, что сказать. Просто помолчать хочется. Вы знаете, мне даже кажется, что сейчас вот такой момент как раз, когда у меня поменяется формат видео. И, скорее всего, в своих видео я не буду рассказывать вот таких вот подробностях, как я обустраиваю дом, участок, как я делаю, что я делаю. Это у меня уже как рутина какая-то, знаете, снимать видео о том, что я сделала, как будто я перед кем-то отчитываюсь, да. Мне вот
как-то вообще не хочется отчитываться, а хочется делиться радостью. Вот в какой-то момент я даже не заметила что моя способность делиться радостью через видео, да, она пропала. В какой-то момент я почувствовала, что это выросло в то, что я должна что-то делать. Должна записать видео, должна рассказать. А мне бы хотелось, чтобы это было по вдохновению, в общем. И поэтому я думаю, что сейчас это как раз такой момент настал, когда формат моих видео поменяется. Будет, наверное, что-то по-другому. Я не знаю, как это будет, кстати. Я буду просто доверяться интуиции, ощущениям, своим чувствам. Вот как получится, так получится. Возможно, кому-то из вас это не понравится. Но я не переживаю за это. Почему? Потому что именно то, что я свой блог веду по вдохновению, именно то, что я стараюсь в своих видео делиться своей радостью, именно это приводит людей ко мне на мой видеоканал. Вот. Именно это. Поэтому, если кому-то что-то не понравится, эти люди уйдут, а на их место придут новые, которые будут созвучны тому формату видео, который я буду записывать. Вообще, мне, знаете, всегда тянуло снимать такие атмосферные видео, что-то на вроде там звуков природы, каких-то приятных моментов, которые я проживаю, вот находясь здесь, да. Ну вот как, например, вот сейчас я жгу костер, чтобы приготовить себе шашлык. Вот мне хочется такие видюхи записывать и делиться с вами. Или как у меня цветут цветы, как я ими любуюсь, как гуляют кошки по моему саду. Тоже вот это хочется записывать. Как у меня растут растения, как я радуюсь первым ягодам, например, как я катаюсь на велосипеде по окрестностям. Вот мне хочется записывать вот такие вот атмосферные видео без какой-то вот этой вот отчетности о том, что я сделала, как у меня все тут устроено. Вы знаете, мне в начале, когда записывала видео, когда только начинала вести блог, мне вначале прям хотелось все это вот это рассказывать, как, что здесь у меня, показывать все в подробностях. Было такое желание делиться с людьми, было. Но в какой-то момент это желание пропало. И я не знаю почему, и я доверяюсь просто этому потоку, как вот оно идет, так идет, да. То есть в какой-то момент я понимаю, что вот этого уже мне больше не хочется. А хочется снимать атмосферу, настроение, эмоции, радость. Вы знаете, мой блог называется «Счастлива в деревне». И хочется, чтобы содержание моих видео соответствовали названию моего блога. То есть пусть этот блог будет о счастье в деревне, а не о том, как нужно что обустраивать, как нужно что выращивать, какие полезные советы, какие лайфхаки. Я не знаю, может быть, со временем, возможно, я буду делиться какими-то рецептами, не знаю, чем-то, возможно, буду делиться какими-то техническими вещами. Но сейчас, знаете, я в таком творческом поиске каком-то нахожусь. Мне не хочется никаких лайфхаков снимать. Мне хочется просто вот по настроению. Вот захотелось мне записать видео, я его записала. Не захотелось, не записала. Устала я там, и мне хочется отдохнуть. И я пойду отдыхать вместо того, чтобы записывать видео, потому что кто-то ждет этого видео, да. Ну, в общем, мне хочется быть полностью свободной, независимой от своего блога, скажем так. В какой-то момент я поняла, что я завишу от этих видео, да, от этих лайков, от комментариев, от подписчиков. Я их жду, я читаю, там, я смотрю, я переживаю. И мне как-то я устала от этого. В какой-то момент мне захотелось не переживать больше за это, а довериться жизни и жить так, как живется, и записывать тогда, когда мне хочется записывать, и записывать то, что мне хочется записывать. Вот. В общем, в какой-то момент я поняла, что блог уже владеет мной, а не я блогом, как бы. Вот, поэтому теперь я эту ситуацию стараюсь исправить.
Знаете, наверное, как? Мне бы хотелось, чтобы в моем блоге было больше жизни. Вот. Наверное, вот это точное определение. Больше жизни, чем технических каких-то подробностей о моем быте. Вот как я тут живу, как мне там ведут газ, как я тут колю дрова, как я пилю ветки, сколько я спилила, сколько я скосила. Мне уже вот этого не хочется записывать. А хочется показывать ту атмосферу, в которой я живу. Свое настроение, свои переживания, свой взгляд на какие-то вещи, да. Вот это вот хочется записывать и передавать вам через видео. Хотя, знаете, я, наверное, все-таки буду делиться какими-то своими подробностями своего быта, да, но буду делать это уже немножко по-другому, в другом формате, да. Возможно, этот формат вам покажется необычным, но я буду рада, если вам он очень сильно понравится. Но если не понравится, то, наверное, вам нужно будет найти какой-то другой блог. Вот. А со мной я хочу, чтобы остались люди, которые понимают, о чем я говорю, понимают, что я чувствую. В общем, чтобы в моем блоге были люди только те, которые со мной в резонансе. А еще, знаете, мне очень нравится делать красивые фотографии. Красивые фотографии тех моментов, которые я вижу здесь. Вот просто вот сижу, например, в кресле в своем саду и вижу какой-то красивый кадр. И мне хочется его заснять. И, кстати, этими фотографиями я очень часто делюсь в своем телеграм-канале. Так что, кто не подписан еще, проходите по ссылкам ниже под этим видео. Там делюсь очень красивыми фотографиями, которые, кстати, вы можете поставить себе на телефон и любоваться ими тоже. Вот. Также я в своем телеграме иногда записываю аудиоподкасты. Вот у меня возникает вдохновение, например, ответить на какой-то комментарий. И я отвечаю в аудиоподкасте. Не дожидаюсь того момента, когда можно будет включить камеру. Вот есть у меня пару минут свободных, да, я сажусь и пишу аудиоподкаст. Это быстро, просто. Не нужно записывать видео, не нужно делать монтаж, когда это все очень долго. Ну, в общем, вот какие-то такие технические моменты, подробности в моей жизни здесь я, скорее всего, буду этими подробностями делиться в своем телеграм-канале, в аудиоподкастах. Вот. Может быть, в постах буду писать пост, например, какое-то сообщение в телеграм-канал, и там буду подробностях рассказывать. Кстати, там мне проще отвечать на комментарии. Почему? Потому что там не так много подписчиков, как на моем YouTube-канале. Вот. И мне как-то проще там ответить людям, чем в Ютубе, потому что здесь очень-очень вас много, и я все не успеваю даже иногда прочитать, не говоря уж о том, что ответить там на что-то или как. В общем, я буду записывать видео, но я буду их записывать немножко по-другому, возможно, даже реже, чем раньше я это делала. Но главное, что это будет с огоньком, скажем так, с моим душевным огоньком, потому что я уже чувствую, что это превратилось в какую-то отчетность какую-то, знаете, перед своими подписчиками. Что я сделала у себя на участке, а что я сделала у себя дома. Посмотрите, вот, рассудите, что да, как. Вот. Ну, мне этот формат очень как-то надоел. Что вижу, то пою, называется этот формат, да. И я надеюсь, что вам будет созвучен мой новый формат видео. Послушайте, как сейчас поют соловьи. Это просто сказка. И не только соловьи, очень много разных птичек. Сейчас такой очень свежий воздух, на улице достаточно прохладно, где-то около 10 градусов, 10-12, где-то так. Вчера у нас был дождь, воздух невероятно свежий, наполненный озоном, пахнет костром. А еще у меня в планах, знаете, повыжимать сок из крапивы и заморозить его на зиму. Ну, там вот для всего мне хочется сохранить витамины, которые вот в траве в этой находятся, максимально. И этот сок можно использовать для всего. Можно мазать на волосы, например, на корни волос. Можно его добавлять в супы.
Можно его просто пить для пользы, да, как витамины. В общем, такие у меня планы. Сейчас мне больше хочется погрузиться в жизнь здесь. Просто не записывать ее на видео, а просто ее жить, эту жизнь. И чтобы, если записывать видео, то чтобы эти видео были спонтанными, знаете, вот живыми. Вот я живу, я хочу записать видео, как я живу, я записываю. Не хочу, не записываю. Вот как-то так. Я надеюсь, что я понятно изъясняюсь. Возможно, для кого-то это не совсем понятно. Но надеюсь, что найдутся люди, которые поймут мой птичий язык, скажем так. Вот. И поймут меня в том числе. Я надеюсь, что вам было уютно со мной сегодня возле костра, что вы насладились пением птиц. Жалко, что вы не чувствуете тот воздух, которым я сейчас дышу, и не чувствуете запах костра. Но я надеюсь, что вы представите и максимально погрузитесь в эту атмосферу. Друзья, всем доброго утра! Сегодня у меня выходной, и я решила прокатиться до ближайшего районного центра. Я давно уже это хотела сделать. Я хотела разведать дорогу без трассы. То есть по грунтам я хочу узнать, как отсюда можно доехать до ближайшего районного центра. Зимой и осенью я ездила на такси, вот, поскольку, погода такая, снега, слякоть и грязь. Вот, а весной я решила разведать все-таки эту дорогу. Прошлой осенью, кстати, прошлым летом я пыталась, разведать эту дорогу, да, по грунтам, по проселочным дорогам, но, к сожалению, не доехала. Вот. Ну а сегодня я хочу попробовать доехать. Сегодня очень жаркий солнечный денек, у нас будет плюс 18 как раз. Вчера я весь день сажала, занималась в саду, обрезала ветки, косила траву, короче, очень много всего. Ну а сегодня я решила немножко прогуляться. Вот, сегодня у меня такой прогулочный день. Значит, я не очень люблю ездить по трассам, поскольку там машины. Самый короткий путь, конечно, до районного центра — это по трассе. Но машины я не очень люблю. Вот. И поэтому буду сегодня разведывать дорогу по грунтам. Смотрите, какие у меня уже тюльпанчики расцвели. Вау! Вот этот алый очень красивый прям. Вот этот. Вот эти уже немножечко отцветают. У них, видите, листочки какие. Выстояли вот эти два снега и морозы. Вот этот вот с белыми краешками. Вон там желтый будет цвести. Вон там еще один алый занялся. А вот это вот нарцисс. Один единственный у меня расцвел. И почему-то он очень низенький, маленький вырос. Не знаю почему, может потому что снегом припорошил. Вот, у меня такой цветничок здесь потихоньку образуется. Ну что, в общем, буду я снимать, как я еду. Поскольку у меня нету GoPro камеры, я не буду ставить телефон на руль, поскольку он трясется, когда я при езде. Я периодически просто его буду вынимать телефон, записывать видео, рассказывать, где я нахожусь. Вот, и как я вообще добралась или не добралась. Не факт, конечно, что я сегодня что-то найду, как проехать грунтами. Но посмотрим. Так, значит, я доехала до земляного моста. Здесь протекает речка. Слышите, как она шумит? Вот, здесь такая вот речушка. Вон там вход на нее. Мелководная река, которая протекает рядом с моей деревней. Вот. Сейчас я буду подниматься в гору, вон туда меня ждет путь. Дорога тут, конечно, такая себе разбитая. Разбитая вся дорога здесь, конечно, но смотрите, у меня уже здесь развилка. Здесь подъем в гору идет, а вот здесь идет дорожка налево. Я так предполагаю, что где-то там находится озеро, про которое мне много раз говорили. Мне хочется заехать, посмотреть на него. Сейчас заеду туда, гляну, что... Вот знаете, почему я люблю разведать новые локации? Потому что вот так вот идешь, хоп, а тут склоны все в ягодах моей любимой поляники. Я так полагаю, летом здесь будет их море морское просто. Вот, здесь такой небольшой лесок, овражек. И вот такие холмики, полностью покрытые поляникой, полевой клубникой, которую я очень люблю. Вот. Ну а дорога почему-то ведет все-таки в сторону деревни. Надо посмотреть на Google картах, где находится это озеро. Сейчас дорога, по которой я сейчас еду,
Она как бы объездная той дороги, которая грунтовая. Вон там, видите, машина. Машины, видимо, здесь объезжают, когда грязь. На проселочной дороге там справа. Вот. Они, наверное, объезжают здесь, вот по траве, чтобы по грязи не ехать. Поэтому это такой объезд, скажем так. Все-таки у меня сегодня цель доехать до местного районного центра. Вот. И просто так плутать я не хочу. И буду смотреть только то, что попадается по пути. А по пути попадается вот такая красота, ребята. Просто у меня дикий восторг. И знаете, здесь все усыпано полевой клубникой. Просто все усыпано. Я просто в восторге. Ох, душа прям разворачивается. А вон там церковь. Вот, видите? Церковь моей деревни. Кто-то говорит, что село. Вот. Но я так полагаю, что у нас и село, и деревня два в одном. Слушайте, нашла еще одну дорогу, которая вот ведет налево. Она меня так и манит. Здесь, я так полагаю, какие-то старые сады. Потому что вижу посажено очень много яблонь. Вот там вон яблоня цветет. Вот. Посмотрите, сейчас подойду к ней поближе. Такая красота, такая красота. Она прям вся усыпана. Ой, сколько здесь пчел, прям гудят. Наверное, это яблочки будут. Тут очень много будет яблочек. Посмотрите. Ну как же красиво. Обожаю май. Здесь таких яблонь очень много. Смотрите, вот еще цветет. Вон там еще цветет. Тоже цветочки уже отцветают. То есть, я так полагаю, это заброшенный сад. Здесь когда-то были дома и были сады. Вау. Ну только посмотрите, какова красота. Виды. Здесь можно устраивать пикники. Тут прям очень красиво. А вот, кажется, и озеро. Но, по-моему, это не совсем то, что я искала. Ну, не знаю, в общем, сейчас посмотрим. Подойду поближе. Немного спустилась вниз. И смотрите, здесь какое лоно для этого озера. Какой рельеф. И мне кажется, когда-то давным-давно здесь было очень глубокое озеро. Прям, видите, кратер прям целый. И вот он зарос. И осталась такой вот обмелевшая лужица, скажем так. Но я попробую сейчас вниз спуститься, к ней подойти, посмотреть. Но вот это вот впечатляет. Представьте, если вот такого уровня озера здесь было. Но оно, к сожалению, обмелело. Спустилась чуть ниже. И смотрите, здесь вот такая вот речушка течет. И она течет в озеро, так я полагаю. Здесь какие-то кусты, и дорога завела меня в тупик. Озеро находится вон там, в той стороне. Я не знаю, как через кусты к нему добраться. И я так полагаю, это не то озеро, которое я ищу. Оно неправильной формы, а я ищу идеально круглое. Нашла я, значит, еще одну дорогу, которая идет вон туда, вон туда. Не знаю, отсюда видно, да, вот она. Вон туда ведет, и мне кажется, она ведет как раз к этому озеру. Здесь такой очень крутой спуск. Просто даже пешком страшно спускаться. Времени у меня сегодня в обрез. Так хочется посмотреть и на озеро, и до ближайшего центра доехать. В общем, иду смотреть озеро. А там посмотрим, что будет. А вот, кажется, и то самое озеро. Я не ожидала, конечно, что оно будет так близко. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрела на Google картах. Неужели это оно? Такое маленькое. Здесь какой-то столик стоит. Сейчас буду делать фоточки. Кто-то поставил столик на берегу озера. Костровище вон там. И здесь люди, я так полагаю, купаются. В общем-то, не так далеко она находится, как я думала. И оно, судя по всему, не глубокое. И я так полагаю, здесь можно купаться. Вот. Ну, летом, когда будет жара, возможно, я здесь буду купаться. Не знаю, посмотрим, насколько оно будет высохшее, не высохшее. Вон там, я смотрю, дорога ведет в местную деревню ближайшую. Вот такое озерцо. Сейчас сделаю фоточек немножко.
В общем-то, здесь даже очень приятное место, такое лужайка здесь. Яблони вокруг цветут. Вот там яблони на том холме. Вот здесь интересно, что... Вот с этой стороны хочу подойти посмотреть. Как же я обожаю разведывать новые локации. Это каждый раз новые впечатления. Узнаешь что-то новое. Особенно вот я, да, здесь совсем недавно. И мне очень интересно, где что здесь находится. Ну вот здесь, я так понимаю, русло той реки, которую я видела вот до этого, да. Вот она втекает сюда. Здесь, по-моему, какая-то дамба, что ли. Здесь такой вот такая насыпь. Раньше здесь, наверное, была дамба. О, кажется, здесь рыбаки ловят рыбу. Здесь стоит ведерко, кто-то забыл с водой. Здесь плавают мухи в нем. Привет! Вон там из озера, кстати, торчит какая-то лестница. Странно, почему она там торчит. Может быть, раньше мостки здесь были. Вот. Ну, а здесь прям целая вот насыпь, высокая такая. Вон там русло речушки вот этой вот, которую я видела до этого. Вот не знаю, отсюда видно или нет. Вот там вода виднеется. Ну, вот такое вот озерцо. Не такой уж оно и правильной формы, но все равно приятно, что рядом где-то со мной есть вот такой вот водоем, где можно искупнуться летом. Пусть даже небольшой, но это лучше, чем совсем ничего. Я, кстати, летом планирую покупать каркасный бассейн, ставить у себя в саду. Но это, знаете, так вот в саду поработал, жарко стало, окунулся, посидел в воде и ушел. И ушел, да. Здесь можно, наверное, немножко поплавать. Хотя я знаю, что отсюда где-то в другую сторону есть еще серия озер. Но туда ехать очень далеко и долго на велосипеде. Значит, отошла я от этого озера. Вот, здесь такая вот дорожка. И смотрите, здесь прям целая аллея. Вот так вот идешь, и вокруг тебя деревья. Так красиво. Красота просто невероятная. Вы только посмотрите, какой здесь огромный тополь растет. Я не знаю, по видео это понятно или нет, но он просто огромный, его руками не обнять. Вот такой у него ствол. И здесь достаточно крутой подъем. Вот, я уже прям даже запыхалась, смотрите. Там вот ров, целый ров. В общем, иду дальше, дорога ведет вверх, в небеса. В общем, вышла я вот по этой дороге наверх, и здесь опять яблоньки, смотрите. Вот такая лужайка, полностью усыпанная яблонями. Яблонями, сиренью, кленами. И вон там такие виды опять открываются. Вау! Красотень! В общем, вышла я на основную дорогу, оказывается, от нее здесь вот совсем короткий путь до этого озера, а я сделала крюк. Ну что ж, по крайней мере, я буду теперь знать, где ягоды находятся и как пройти к этому озеру с другой стороны. А вон там вдалеке виднеется моя деревенька. В общем, я снова в полях, в лесах. Вот, смотрите, как здесь красиво! Я просто пищу от счастья. Знаете почему? Потому что я не каталась с прошлого года. Вот как осенью я там прокатилась. Помните, я видео записывала, когда исследовала новые локации. И потом все. Потом у меня уже времени не было. Потом была плохая погода. Вот. И вот, наконец-то, настал тот день. Май. Все цветет. Смотрите, какая вот полянка желтеньких цветочков. Это, кажется, примула. Сейчас подойду поближе, посмотрю. Здесь, кстати, очень много ягодных полян. Просто море морское. Да, это примула, та, которая растет у меня на участке тоже. Вот она. Но она уже отцветает, к сожалению. Но ее здесь, смотрите, как много. Можно фотосессию устроить. Смотрите, как красиво.
И посмотрите, вот везде, где я здесь хожу, вот здесь все усыпано листьями полевой клубники. Все усыпано просто. В общем, я знаю, где ягоды теперь собирать. Но, знаете, у меня возле дома тоже есть ягодные поляны, но они не такие обширные, как здесь. Вот. А я люблю, когда много. В общем, еду дальше. Слушайте, я не могу это не снять. Здесь вот все в кленах. С этой стороны здесь дорога. А здесь посмотрите, какой вид. Это просто, знаете, хочется взлететь и лететь. Правда. Я в восторге. Столько эмоций у меня от этой поездки. В общем, здесь дорогу я уже немного знаю. Вон там вот березовая роща. Вдоль нее идет другая дорога в заброшенную деревню. А я поеду мимо этой березовой рощи в сторону местного районного центра. Вот, еду, любуюсь вот этими красотами. Тан-тан-тан. Поднялась я, значит, в гору, запыхалась. Вот здесь очень крутой подъем, но потому что он крутой, и благодаря этой крутости вот такие вот здесь виды, смотрите. Вон там яблоня цветет. Красота же, да? Знаете, о чем я сейчас жалею? О том, что я не взяла штатив. И теперь мне даже не знаю, как себя снимать. Поэтому в основном будут такие вот видео от первого лица. Вот, остановилась здесь отдохнуть у первой яблоньки. Цветут примулы. Вау, смотрите, какая красота. Слушайте, такая иду по дороге. И смотрю, на дереве что-то висит. А это, по-моему, антенна от телевизора. И вот здесь яблоньки цветут. Вау, посмотрите, какова красота. Просто прелесть, сказка. Слушайте, вот когда смотришь на такую красоту, хочется благодарить всех на свете, кто так или иначе посодействовал тому, чтобы я оказалась здесь. Ну, и себя тоже поблагодарить в том числе, потому что я решилась вот на такой вот шаг, на переезд в область. И это того стоит, друзья мои. Это невероятно круто. Выехала в поле. Здесь ни единого деревца. Прям бескрайние поля вокруг. Вот, ну вот там немножко только лесок какой-то есть. По Google картам я должна доехать до какого-то поворота на поселок. А потом мне нужно будет от этого поселка свернуть влево. В общем, сейчас попью водички и поеду дальше. Друзья, вот такая лужа мне по пути встретилась. Она практически непроходимая. Вон туда дальше поле идет. Так, сейчас буду обходить ее. Вон там трава, а там вон, похоже, объездная дорога. Ну и вот, друзья, тут как в сказке. Прямо пойдешь, направо пойдешь или налево. В данном случае мне налево, потому что направо там какой-то поселок и тупик. Дорог там нет, судя по Google картам. Вот. А налево как раз идет дорога к селу, который находится возле трассы, которая ведет в районный центр. Так, похоже, этот тупик свернула немножко не туда. Здесь дорога упирается в трассу. Значит, мне придется идти по полю какое-то время. Но в следующий раз буду знать, где заворачивать. Иду по полю, кругом кусты. Ну, на то она и разведка, да. Поскольку я еще не знаю здесь всех дорог, вот приходится попадать иногда в такие ситуации бездорожья. А впереди я вижу, смотрите, какую красоту. Похоже, это одуванчики. Все желтое. Посмотрите, да, это, наверное, одуванчики. Сейчас ближе подойду. Да, друзья, здесь все усыпано одуванчиками. Посмотрите, какая красота. Просто все усыпано. Желтое-желтое все. Обалдеть. Вы только посмотрите, как их здесь много. Просто поле, желтое поле. И так сильно пахнет одуванчиками. Просто невозможно. Смотрите. И очень много пчел летает. Кукушка там в лесу какой-то. Так, друзья, кажется, я вышла на более-менее какую-то дорогу. Точнее, ее подобие. Вон там впереди еще одно желтое поле. И где-то впереди находится село.
Сейчас я там кайфану, по нормальной дороге проеду. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Вау. Дорога вдоль одуванчиков, которыми все усыпано просто. Ну, я просто не могу. Восторг. Восторг. Сейчас очень жалею, что у меня нет штатива с собой. Но вы только посмотрите. Сейчас буду фотки делать. Не могу удержаться. Вау, посмотрите. Вау. Тут я не удержалась и сделала штатив из своего рюкзака. И посмотрите, какие красивые кадры получились. Моя душа такая нежная, такая сладкая и снежная. Она не ходит на свидания, все отложила на потом. Зато тебе посреди ночи рифмует стих про одиночек. Не пощадит для тебя строчек, оставшись просто нагишом. Моя душа такая резкая и чуть изранена толпой. Твоя душа такая детская и вдохновленная мечтой. И мы не ходим на свидания, да никогда и не пойдем, зато не будет расставания и слез под проливным дождем. Итак, вот здесь по этой дороге, минув вот это чудо божье желтое, я вхожу в какой-то поселок. Ну, точнее, я знаю, какой он на карте обозначен. И он самый большой, самый близкий к районному центру. Оттуда, я думаю, мне проблем не будет доехать до районного центра, от этого поселка. Но по итогу оказалось, что это совсем не поселок, а настоящая деревня. В общем, заехала я здесь, вот более-менее уже дорога хорошая началась. Смотрите, какая красота. Здесь березки стоят и домики начинаются. В общем, здесь, я так полагаю, дачные поселки, потому что очень много дачников, дачных домов. Вот. Есть заброшенные домики. Вот, например, как такие. А есть вот такие благоустроенные. Смотрите, какие вертушки и мельницы. Смотрите, как здорово придумано. Будка для собаки, что ли, я не знаю, что это. Ну, очень красиво. В общем, едем дальше. Там дальше вон дорога. И, значит, вот иду по этой дороге. Здесь запахи, во-первых, такие. Это настоящая деревня. Это не село, скорее всего. И смотрите, здесь какое болотце открывается. Все в тине. Вот это атмосфера, да? Вот смотрите, мой любимый цвет. В общем, идем дальше. Там очень крутой подъем. Прям гора, как будто бы в горах я нахожусь. Сейчас я покажу поближе. Вот, смотрите, где стоит дом. Вон там, а вон там дорога поднимается. Вон там дорога, а вон там стоит дом. Поднялась на полпути, запыхалась просто тащить велосипед вот в эту гору. И смотрите, здесь есть колодец. Сейчас подойду, попробую водички, может, налить. Вот такой вид от колодца. Вот там болото там. И здесь уже дома начинаются. Зацените атмосферу. Как здесь уютно. В общем, вот здесь опять развилка. Вперед там тупик, судя по картам. А здесь я могу выехать в поля. И там вдоль полей, вдоль автострады уже доехать до районного центра. Чуть отъехала от этой деревушки. Вижу, вот там озеро. Интересно, как туда доехать. И можно ли там купаться. В общем, отъехала я от этой деревушечки.
И здесь вот уже вполне нормальная себе грунтовая дорога, правда, испаханная трактором, но вот я еду посередке и вроде меня не трясет. Вот здесь вот сосны стоят, и за соснами находится автострада. Вот, послушайте, она шумит уже вот. И тут уже совсем недалеко до нашего районного центра. Вот здесь тоже открывается такая видовая площадка. Очень красивые здесь виды. Смотрите, леса, поля, луга. Вот. И вот за этим лесочком находится то самое озеро, которое я снимала до этого. Не знаю, получится ли у меня до него доехать, но посмотрим. Может быть, заеду, посмотрю на него. В общем, доехала до какого-то загончика. Тут, видимо, то ли ферма, то ли что, выпасывают животных. И вот отсюда, кстати, видно то самое озеро. Вот оно. Ну, кусочки его. В общем, выехала на асфальтированную дорогу. Вот там находится озеро. Но я туда сейчас не поеду. Мне нужно вон туда, в районный центр. Ну вот, я наконец-то приехала в районный центр. По видео кажется, что это быстро, но это заняло у меня 4 часа. В районном центре я успела заехать на рынок, купить себе семян огурцов и семян клевера. Огурцы у меня, кстати, очень плохо всходят, которые я купила. Вот надеюсь, что эти взойдут. А клевер я посажу на лужайке перед домом. Как раз там есть для него местечко. Ну и, конечно же, я заехала в местную пятерочку. Как же без нее, закупилась продуктами. Вообще у меня достаточно странные какие-то ассоциации с этим магазином. Дело в том, что он стоял в жилом комплексе, в котором я раньше жила в городе. И почему-то этот магазин у меня ассоциируется с жилым комплексом, с тем местом. Ну, тут, конечно, изобилие всяких продуктов. В том числе есть мои любимые шоколадки. В общем, я закупилась здесь с продуктами и поехала обедать на озеро. На то самое озеро, которое я видела издалека. Посмотрите, какое оно красивое оказалось. Красивое, но не функциональное. Я так поняла, местные жители в нем совсем не купаются, и оно уже местами заболочено даже. Здесь квакают лягушки вовсю. В общем, я здесь устроила себе небольшой обед, перекусила булочкой со шпинатом и полюбовалась красотами. Вода, кстати, в этом озере достаточно прозрачная, но на дне очень много ила, головастиков и лягушек. Ага. Здесь не видно, но над озером также летали чайки, как на море. А напротив озера стоял вот такой вот красивый домик с красиво украшенной крышей. Смотрите, как она разрисована, интересно. В общем, посидев здесь, пообедав, я поехала домой. Обратно решила срезать. Смотрю по Google картам, что вдоль трассы, вот здесь вот трасса за деревьями, показывает вроде как проселочные дороги нормальные. Вот, впереди поле. Я не знаю, насколько точно там будет ли дорога, не будет ли. Потому что Google карты-то не этого года. Возможно, ее распахали. А возможно, она все-таки есть через поле. Вот. Ну что ж, по крайней мере, вот здесь дорога ведет прямиком, и она намного короче, чем ту, которую я проехала сюда, на пути к районному центру. Знаете, чем мне нравятся вот такие одиночные покатушки в формате исследования местности? Тем, что никого не нужно ждать, никого не нужно догонять. Едешь туда, куда хочешь. Ни с кем не нужно спорить и договариваться, в какую сторону ехать. Направо или налево, или прямо. В общем, полная свобода действий. И не переживаешь за попутчика. Вот. И можешь остановиться, где хочешь. Тебя никто торкать не будет, что поехали скорее, поехали скорее. Вот. А я такой человек, я очень люблю везде останавливаться, любоваться красотой, фотографировать, снимать видео. То есть, для меня поездка не поездка, если я буду всю дорогу гнать
и не смотреть, что вокруг меня находится. Вот. Так, тут какая-то дорога. Сейчас посмотрю по Google картам, что за дорога это. Решила я, значит, проверить немножко другую дорогу. Свернула от той деревушки, у которой на окраине одуванчиковое поле. Свернула на дорогу, но она здесь вот затоплена. На другую дорогу точнее. Она здесь затоплена. Я смотрю и там, и там. На велике-то, в принципе, можно, наверное, проехаться. Но я боюсь замочить кроссовки. Сейчас вот думать, что делать. В общем, прошла я этот ручеек. Даже кроссовки не замочила. Но дорога здесь заканчивается. И по Google картам видно, что вроде бы якобы она есть. А куда дальше идти, я не знаю. Здесь вот все заканчивается. В общем, любопытство меня одолело. Я решила пойти дальше. Дорога тут вроде как есть, но она заросшая немного. Ну, сейчас май, по крайней мере, ее более-менее можно просматривать. Проглядывается она как-то. Летом, наверное, этого уже не видно будет. Она будет заросшей. Вот. Хотя, как знать, может, местные тут будут выкашивать. Ну, по крайней мере, я разведаю и эту часть локации. Посмотрю, как здесь можно проехать. И удовлетворю свое любопытство. Да, вот поднялась я из низины, там, где травой все заросло, и вышла к лесу. И вдоль леса, рядом с полем, все-таки дорога какая-никакая есть. По крайней мере, мне не по полю идти. Все-таки она есть. Не знаю, как будет летом. Там заросшая, не заросшая будет низина вот эта. В общем, буду смотреть. Глянула я в сторону леса, а тут смотрите, какая прелесть. Смотрите, какие цветочки. Вау, красота. Здесь, наверное, можно грибы собирать, но мне пока некогда. Нужно ехать домой. А вот здесь вот опять одуванчиковое поле начинается. И, судя по Google картам, мне нужно прямо. А прямо выглядит вот так. Бездорожье, трава и в горку. В общем, пока иду в горку, хочу еще одной мыслью поделиться с вами. Значит, вот, например, по трассе, если ехать в районный центр, то это будет очень быстро. 10 километров туда и 10 обратно. Но это будут горки, высокие подъемы и крутые спуски. И кроме того, мимо вас будут носиться огромные фуры и машины. Что для меня очень-очень страшно лично. Вот. Я не люблю по трассам ездить вообще, от слова совсем. Для меня это страшно. Пусть даже это будет короткий путь, но это очень страшный путь. Вот, поэтому я предпочитаю природу, леса, поля, деревья, лужайки всякие. Пусть даже такая дорога, но она не опасная. Тут, по крайней мере, можно пройтись и насладиться видами, да, спокойно. Или сесть на травке, пообедать. А не гнать по трассе с трясущимися коленями и руками. Вот, не дай бог, какая-то машина вильнет, там, собьет тебя или еще что-то. Вот. Поэтому я очень люблю кататься по грунтовым дорогам. И даже когда я жила в городе, я тоже каталась по грунтам. Я выезжала за город по грунтам, находила там леса, поля и ездила. Вот. Такие пироги. А вот, кстати, вон там вот то одуванчиковое поле, на котором я фотографировалась. Вот, видите? Туда я заезжала, вот по этой дороге. Здесь я съезжаю. Наоборот, уезжаю. Так вот, вот так вот грунтами не страшно. Хоть и долго, хоть и плутаешь, хоть и ходишь вот по таким заросшим дорогам. Но зато здесь свежий воздух вокруг. Не страшно. Можно остановиться, пофоткаться в одуванчиках. Вот. В общем, я кайфую от таких дорог, даже несмотря на то, что это долго и муторно. Вот. Но это, знаете, каждый ловит у каждого свой кайф, как говорится. Кому-то и по трассе прокатиться на велосипеде очень нравится, да? А мне нравится вот так вот. В общем, выехала я на нормальную дорогу. И что хочу сказать, я
Не случайно свернула вот сюда, вот когда ехала в районный центр. Не случайно, потому что там полями гораздо дольше идти, и муторнее, и даже на велосипед не сядешь, потому что там перепаханное поле, и эта дорога вся закиданная комками земли. Вот, поэтому ничего случайного нет, и я теперь знаю, что вот эта дорога самая лучшая. Вот, такие дела. Ну и все, вот я подъезжаю к дому. Сейчас посмотрю, сколько у меня по времени вышло и сколько километров, и расскажу вам. Ну что, вот я и дома. Значит, посмотрела трек. У меня вышло 37 километров. Общее время в пути 6 часов. А с остановками, с любованием красотами всякими у меня вышло 8 часов. То есть я выехала из дома где-то 7:30, а сейчас время уже 4 часа. Поэтому... если без остановок ехать, то это 6 часов пути. Почему? Потому что часть пути я еще шла пешком и плутала, и не знала, где хорошая дорога, по которой можно быстро проехать. Ну, и думаю, часов за 5 со временем, 4-5 часов у меня будет уходить для поездки в местный районный центр на велосипеде. Вот, по хорошей погоде, я очень люблю кататься. И вы знаете, сейчас вот я приехала, тут меня встретили Буся с Васей, я их уже домой занесла. Смотрите, они мне мышей тут наловили. Васька, наверное, с ума сошел, сказал. Уехала хозяйка. Вот одна мышь, вот еще одна мышь, и вот еще одна мышь. В общем, буду сейчас их убирать. Короче, коты у меня с ума сошли, решили, что хозяйка уехала насовсем. Решили наносить на всякий случай про запас мышей к крыльцу. Сейчас буду убирать их. Вот так вот. Спасибо всем за прогулку. Сейчас приму душ, покушаю и буду монтировать для вас это видео. Моя душа такая нежная, такая сладкая и снежная. Она не ходит на свидание.